Привет, любители и профессионалы! Сегодня у нас довольно быстрый ролик, и в нем я покажу самую главную вещь, которую должен брать любой сварщик с собой на установку. А также наглядно покажу свой метод 4 точки для быстрого приваривания петель на небольших калитках. Естественно, покажу все, что беру с собой на установку, и, конечно, разобью миф о том, что варить на улице с углекислотой не камильфо. Итак, сегодня я закончил сварку вот таких гаражных ворот с рамкой под зашивку профлистом размером 4 на 3,5 метра. На изготовление у меня ушло ровно 16 часов, средняя зарплата $10 в час. По времени, конечно, можно было уложиться гораздо быстрее, но заказчик сделал доброе дело и за день до моего приезда прогрунтовал кисточкой все трубы. Спустя 3 дня, как видите, грунт так и не высох, наносился он, по-моему, на плохо обезжиренную поверхность. Поэтому очень много времени ушло, чтобы зачистить эту прилипающую субстанцию в будущих местах прихваток и швов. Не везде, конечно, удалось попасть на зачищенное, и качество швов не очень, но об этом я сразу предупредил заказчика, когда увидел эти грунтовые сопли. При этом, конечно, ответственные места чистил до голого металла. К тому же в первый день обвязку пришлось варить от допотопного генератора. Ну а на следующий день, когда общими усилиями нарастили около 200 метров переноски, дело пошло гораздо быстрее. Варил я ворота, как обычно, по старой своей доброй традиции в одно лицо. Сначала выставил обвязку, потом уже к ней приварил стоевые с закрепленными петлями и рамкой. Потом закрепил 2 сваренные между собой центральные стойки и просто накидал поперечины. При такой установке никуда ничего не ведет, не тянет, и зазоры получаются просто идеальными. Ну а теперь плавно переходим к установке калитки и моем методе 4 точки. Для этого просто закрепляем вертикальную стойку будущей калитки через 3-мм прокладки обыкновенными ручными струбцинами. Напоминаю, что места крепления шарниров должны быть хорошо зачищены. Далее просто прикладываем нашу петлю, запоминаем или отчерчиваем то место, где она будет точно установлена, и наносим 4 точки по 2 на каждую из вертикальных опор. Естественно, ребят, стараемся, чтобы точки были одинаковой высоты. После этого прикладываем петлю, прихватываем ее и выставляем, чтобы она была соосно зазору. Если у вас трудности с глазомером, то можете прихватить 2 петли и выровнять их с помощью профильной трубы или правила. Ну а дальше, как вы уже правильно поняли, просто прихватываем петлю в 4 местах. Вот такой способ я взял себе на вооружение. В принципе, простой и довольно легко осваиваемый метод 4 точки. Понятное дело, что с нижней второй петлей делаем то же самое, только уже стоя на коленях. Дальше еще на прихватках раскрываем нашу конструкцию, проверяем соосность и работу. И если нас все устраивает, то обвариваем все это хорошим мощным швом. После этого просто собираем калитку на весу, не обращая никакого внимания ни на дождь, ни на снег. Как видим, сварка с углекислотой в таких неприятных условиях не вызывает никаких затруднений. По крайней мере, у меня это именно так. И вообще, ребята, все эти разговоры о том, что варить с углекислотой можно только в помещении, у меня вызывают дикий хохот. Тем временем калитка наша практически готова, осталось доварить всего одну поперечину и проверять ее работу. И о чудо, ребята, метод-то оказался вполне рабочий. Как видите, никакого перекоса, выворачивания петель, в общем, всего того, что мне предрекали после ролика про метод 4 точки, не происходит. И я вполне могу его делать как в мастерской, так и на весу, назло всем хейтерам. Так что калитка, на мой взгляд, работает просто идеально. Метод тоже практически идеален. Главное помнить, что он подходит только для легких конструкций. А на тяжелых местах, ответственных, нагруженных, вот, допустим, как эти ворота, петли просто обязательно надо крепить через флажок. Ну вот с этим вроде разобрались, теперь я покажу, что беру с собой на установку. Как видим, компрессоры и все сопутствующие причиндалы сегодня не понадобились, потому что перегрунтовывать за кем-то я не собираюсь. В ящиках я обычно вожу все самое необходимое, это болгарка, дрель, немного инструмента и проволока. Естественно, на всякий случай не помешает простой инвертор, а также запасной массовый провод к полуавтомату. Кстати, брал с собой дополнительный 5-метровый рукав, думал пригодится. Ну, чтобы не таскать по лесам аппарат. Однако похоже, что ролик на протяжке уже немного поизносился и проволока шла рывками. Еще я всегда с собой беру самодельную стойку для болгарки. Всем рекомендую, очень экономит время. Ну и, конечно, не забываю про сварочный полуавтомат вместе с баллоном. Ну а сейчас, ребята, как и обещал, покажу самую главную вещь, которую должен брать с собой сварщик на объект. Это, конечно же, мобильная газовая плита. Потому что ничто так не придает силы и не поднимает настроение на свежем воздухе, как горячий кофе и теплая сосиска. А как известно, полчаса обеда увеличивает работоспособность на 60%. Что касается баллона с углекислотой, то я таскаю с тех времен, когда ездил еще на «Жигулях».
Правда, если у вас проблемы со здоровьем либо транспортом, то советую присмотреть баллоны поменьше. Я же приобрел свои небольшие баллоны на металлоприемке буквально за копейки. В общем, ребята, как видите, у меня все как в поговорке, все свое вожу с собой. И это обходится мне гораздо дешевле, чем возвращаться за нужной вещью за десятки километров от дома. Ну а на сегодня, ребята, все. Вот такие получились ворота и обзор. Всем, кому понравилось, ставим лайки и дизлайки. Обязательно подписываемся и не забываем комментировать. Дальше, как обычно, всем удачи, здоровья, прорвемся!